Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, мне 35 лет. Я работаю не бизнес-директором в рекламном интернет-агентстве, и на мотоцикле я уже с 2012 года. Кроме работы я еще увлекаюсь спортом. Я кандидат в мастера спорта по баскетболу, еще увлекаюсь серфингом. Раньше увлекался единоборствами, пока не поломался, но сейчас только мотоциклы и баскетбол. До данного мотоцикла у меня был еще тоже Kawasaki. Это Kawasaki ER6, это такой дорожный полуспортивный мотоцикл. Я на нем ездил чуть меньше года, у меня тогда прав не было, и документов на него не было, прости, пап. Но я понял, что хочу другой. Нужны были права, и я начал заниматься поиском как раз таки мотоцикла. Мой мотоцикл Kawasaki W800 Special Edition 2014 года. Данный мотоцикл я выбрал по той причине, что я всегда интересовался классикой, мне нравились триумфы 60-х годов, и я начал искать подобную модель. Смотрел также еще и Триумф, тогда еще был 1100, не как сейчас 1120, который, кстати, является на данный момент идеальным мотоциклом. Я смотрел еще R90 и еще, какая же модель была, CB1100 искал, но не нашел в итоге. Но когда я увидел именно этот мотоцикл, он был совсем другой, он был с оранжевыми вставками, полосами, был покрашен бак, была огромная люстра вместо зеркал. Я в него влюбился из-за конструкции самого двигателя и понял, что я хочу из него сделать тот мотоцикл, которым он сейчас как раз таки является. Спустя 2 часа, как только я забрал его из салона, я покупал его новым абсолютно, я первый владелец. Самостоятельно я поставил дуги, это уже в салоне, получается, сразу буквально через 2 часа я отпилил выхлоп, поставили другие кастомные банки, начали менять уже зеркала, ну то есть сама кастомизация началась уже буквально не то что в первый год, в первый месяц. По той причине, что это как в дизайне, когда наличие деталей это только усугубляет и делает дизайн хуже. Простота и лаконичность – главная фишка мотоцикла, которую я видел и увидел в нем непосредственно. И что я надеюсь, у меня получилось построить. У меня и моих друзей. Все переделки данного мотоцикла были совершены в мотомастерской RSW. Что-то делал и я, но в основном делали ребята. По моему заказу мы вместе смотрели и хотели построить идеальный мотоцикл, по сути. Наверное, у нас это получилось. Немножко расскажу про саму модель W. Kawasaki с оглядкой на триумф 60-х годов решили придумать свою модель в ретро-стиле. Изначально были на японском рынке еще W400, в народе это называется Estrella, но она только на японском рынке выпускалась. И потом они создали модель в 1999 году W650. Она отличается от того, что вы видите перед собой, но это уже предшественник. Pro 650, по сути, это двухцилиндровый рядник воздушного охлаждения, в котором нет никаких доп. Помощников, 50 лошадиных сил, 60 ньютонометров, дисковые тормоза впереди и барабан сзади. Выпускался 650 до 2000, если я не ошибаюсь, 2008 года, могу ошибаться, но ничего страшного. После чего модель обновилась, начали выпускать W800. Отличие его от 650 заключается в том, что здесь появился топливный впрыск, и объем увеличился до 800 кубических сантиметров, ну там чуть меньше по сути. Объем стал больше, мощность не увеличилась. Единственное, что поменялась рабочая тяга, пик момента сейчас достигается на 2500 оборотов, в 650 это около 6000, то есть он стал более тяговитым. Сейчас перестали выпускать саму модель W800, она есть, ее допродают, насколько я понимаю, и сейчас, по-моему, эта модель уже стала называться для японского рынка Kawasaki Megura K3. Но мотоцикл живет, в дизайне немножко меняется. Где-то в стоке идет уже кафешный обтекатель, кафешное седло, глушаки можно где-то заказать. Там немножко поменялся цвет, сам вал, как раз таки, который вот и привлек мое внимание, это газораспределительный механизм с коническими шестернями. Ну, то есть, по сути, когда часть двигателя, она выносится наружу и показывает визуально саму его конструкцию. То есть, это меня очень сильно привлекло, и до сих пор я, когда смотрю, я понимаю, что насколько он красивый. В этом мотоцикле ничего не изменено касаемо конструкции самого двигателя. Он подвергся только внешним воздействиям. Что было изменено в этом мотоцикле? Естественно, поменена резина. Сейчас стояла стоковая Dunlop, сейчас стоит Metzelder Lasertec. Порезаны крылья, они стали короче. Поставлен ветровик кафешный, не классический, не стоковый. Стоковый чуть больше, более громоздкий.
Я хотел, наверное, больше добавить дизайна, а не функциональности. Поменена, кстати, сделана кастомная сетка на фару, которую тянули и вытягивали вручную и красили, потому что вообще очень большая проблема с Kawasaki в том, что если ты хочешь сделать из него кафешник, ты не можешь пойти и купить. Ты не можешь пойти и купить какие-то детали, которые ставятся. Это не BMW и не Triumph, где есть деньги, пошел, купил, поставил, все отлично. Поменен руль. Также здесь приборка осталась классической в ретро-дизайне. Также здесь по электронике я установил здесь датчик скорости, который, кстати, мне просто подарили в салоне. По сути, он бесполезный, потому что пятиступка, тут ни у кого проблем не возникнет, чтобы считать скорости. Но есть и есть, поставил. Также поставил здесь USB-зарядку. Она необходима, по сути, если ты куда-то едешь, то надо заряжать телефон. Поменяли ручки тормоза и сцепления. Стоят торцевые зеркала Moto Gadget. Не могу про них не сказать, потому что очень доволен ими, очень давно их ждал. Всем советую. Здесь нет зеркальной самой конструкции, то есть нет самого стекла зеркала, это полированный алюминий, который отражается. Покрашен бак, сняты логотипы непосредственно Kawasaki, которые здесь были. Я их тоже снял буквально в первый месяц сразу. Потом перешиты упоры для колен кожей, перешито сиденье, то есть даже не то, что перешито, это второе сиденье одноместное, которое сделано специально под меня, так как я высокого роста, мой рост 190 сантиметров. Данный мотоцикл тоже является немножко маловатым, поэтому пришлось саму конструкцию немножко отодвинуть назад сиденье, чтобы я мог сидеть удобно. Поставлены дуги, защита картера вручную. Все это делалось, естественно, вручную. Защиты картера нельзя пойти и купить на Kawasaki. Но понятно, что передние и задние колеса спицы сами перекрашены в черный цвет. Изначально они были хромированные. Также, что здесь? Крышки воздушного фильтра тоже кастомные, деланные вручную специально под такой кафешный стиль, авторский. Их, наверное, мы делали очень долго по той причине, что мы сетку искали алюминиевую, вырезали их очень долго. Были пару косяков, но ничего, справились. Поменен глушитель. Не вспомню, как называется данный глушитель. Это немецкая компания, которая делает кастомные глушители. В них вставлена набивка, покрашена огнеупорной краской, но эта краска иногда слезает, поэтому единственный, наверное, из немногих переделок, которые меня ждут, это я буду покрывать их цирколитом. Поменены все поворотники, стоит Moto Gadget, порезано заднее крыло. Также, что еще, подножки стоят LSL, в защите цепи стоит кастомная LSL, которая, кстати, очень интересная история. Так как LSL перестал делать защиту цепи, я долго ее искал, хотел купить, не получалось, и наткнулся на объявление одного человека, у которого сгорел гараж вместе с мотоциклом. И я увидел из погорельных вещей один такой ржавый кусок, и я узнал мне эту защиту цепи, которую долго искал. Я купил у него то ли за 500, то ли за 1000 рублей. По сути, все мы отшкурили, все покрыли порошком и поставили. Что еще? Стоит защита инжектора, которая не предусмотрена, в принципе, в Kawasaki W800. Мы здесь ее сделали изначально вручную и поставили. Но пока, вроде, можно сказать, все. Что хочу еще поменять в этом мотоцикле? Необходимо, наверное, менять тормоза, но я этого делать не хочу. По той причине, что сама конструкция увеличения тормозов подразумевает замену вилки. Менять я не хочу вилку по той причине, что это будет совсем другой мотоцикл. Но основная проблема этих мотоциклов, как все думают, я немножко развею этот миф, это, как все гордятся, что у меня 650, а V800 плохо, потому что там есть топливный насос. И это их проблема раньше была, если за ними не следить. Говорят, что их нужно менять, но они очень часто засоряются. И если ты красил бак, если ты чистил бак изнутри, то топливный насос – больная проблема. Там есть такая сеточка, которая забивается грязью. Ее нужно раз в сезон обслуживать, чистить, и проблем не будет вообще никаких. Потому что аналогов данного насоса не существует, нужно брать только родной. Он стоит почти 40 тысяч получается, и это достаточно проблематично. Поэтому обслуживайте, и будет вам добро, счастье и улыбки. Может быть, я поменяю ветровик, повыше поставлю, но я думаю про это. По сути, данный мотоцикл является полностью законченным проектом. Нельзя назвать его кастомом, потому что, опять-таки, пележки тут самого двигателя не было. Как говорит один мой знакомый, его можно назвать проджект-байком. Ничего страшного, я не обижаюсь. Из всех мотоциклов, которые я видел и которыми я хочу обладать, из классиков, я, наверное, хотел бы обладать именно этим мотоциклом. И я очень счастлив, что он у меня есть. Я влюбился в него с первого раза, увидел его и понял, что это то, что я хочу. Но правда, можно сказать, как девушка, когда ты увидел ее, влюбился и идешь с ней по жизни. Поэтому продавать я его не буду, не собираюсь. Мне предлагали деньги, и ключ в ключ предлагали.
и неплохие деньги достаточно предлагали. Не хочу. Это часть меня, действительно. У него даже есть имя, к которому иногда к нему обращаюсь, но это пусть останется между нами. Это мотоцикл для города, комфортный, юркий, абсолютно мощности полностью хватает. Это мотоцикл не для трассы. Понятно, что доехать можно на чем угодно и куда угодно. Но это скорее уже другой мотоцикл будет. Я хочу себе еще абсолютно другого характера. Можно было ездить куда-то далеко, не страдать. Современные доп-помощники. Очень не хватает АБС, которого здесь нет. Что хочу пожелать. Ребят, если вы любите мотоциклы, только начинаете на них ездить, хотите на них ездить, не слушайте никого. Выбирайте то, что вам нравится, стройте, пробуйте, катайтесь. Любой мотоцикл – это часть тебя, это душа. Ты когда на нем едешь, ты чувствуешь, что действительно ты свободен, это банально, но для меня мотоцикл – это некий способ медитации. Ты когда на него садишься и едешь, ты не можешь думать ни о чем другом. Ты когда приехал на место, поставил его, выключил, ты понял, что ты отдохнул. Ну, то есть современные мотоциклы не дают такого эффекта по той причине, что они тебя везут. Прощают все твои ошибки. Данный мотоцикл ошибок не прощает. У меня было пару падений. Именно по той причине, что доп-помощники бы спасли бы меня, но ничего страшного. Поэтому, ребят, любите мотоциклы, выбирайте то, что вам нравится, никого не слушайте. Мотоцикл, в первую очередь, это эмоция, красота и любовь.